Всем привет! Сегодня вторая короткая серия про Генерал 345. Я решил просто немножко дополнить ролик по Генералу 345, потому что судьба злодейка еще разок подкинула мне эту модель в мои руки, и уже теперь с некоторой пришлось мне немножко перебрать его там, немножко по технике там поработать с ним, немножко там по косметике поработать. И покрутивши, повертевши, я понимаю то, что поговорка такая, знаете, есть. Встречаем по одежке, провожаем по уму. Вот тут такая же со мной история получилась. Как говорил в первой серии, не было такого мафона в коллекции, и не хотелось особо, как-то он мне не привлекал внешне. Потом, когда он попал, я его покрутил, повертел, даже решил снять ролик по нему. Еще разок он ко мне попал уже, та же модель, но и уже с разборкой, и я уже понял, что надо как бы дополнять, ибо он того, наверное, стоит. То есть, несмотря на свой такой, на мой взгляд, не очень серьезный вид, аппарат внутри как бы достаточно серьезный. Во всяком случае, не какой-то игрушечный. Там все сделано более-менее по уму и основательно. И там покажу пару фишечек, наверное, внутри и снаружи. И один еще интересный режимчик работы. Немножко послушаем его в FM. В первом ролике FM слушали в городе, теперь послушаем за городом, достаточно далеко от радиоцентров, больше 100 километров. И немножко, наверное, еще... постараюсь дополнить, первый ролик, так или иначе. Значит, смотрите, какая ситуация. Не рассмотрели мы, не показал я в прошлый раз заднюю вам панель. Значит, на задней панели у нас тут достаточно все интересно. Выход на наушники и вход для микрофона записи, да. И тут достаточно есть интересный момент по поводу антенного хозяйства. Есть два гнезда для внешних антенн. Гнезда, даже, скажем, клеммы. Под AM диапазон и под FM диапазон. Не зря я говорю, как мне казалось как мне показалось в первом ролике, один из разработчиков мог иметь какое-то отношение к связной технике или к чему-то еще. Тут так вот как-то, мне кажется, уделено достаточно внимания. Секция тюнера. Значит, на всякий случай, табличку посмотрим. FM у него от 88 до 108. Средние волны стандартные, там 530 600, значит, 2 под диапазоны коротких волн. И мультивольтаж все-таки присутствует. 110, 120, первое положение, второе 200, 240. Что еще не показал? Давайте посмотрим на эту панельку, на правую сторону. Значит, здесь мы что имеем? Здесь мы имеем ручку Виньера. Вот касаемо вот этого бэкграунда, инженеров-разработчиков, вот видите, вот не всегда, вот такая вот штучка присутствует у нас, а здесь она и есть. Радиолюбители знают же, когда вот такое есть углубление под пальчик, пользоваться тюнером гораздо интереснее и удобнее. И, значит, мультивольтаж у нас организован такой, на лепестковой системе, то есть на шторке. То есть шторку передвигаем, шторка вверх это 200, 220, 240, вниз опускаем это там 100, 120. Далее, что у нас еще есть интересного здесь? По левой панельке тут у нас пусто. Сейчас покажу один интересный режимчик работы. Так, касаемо интересного режима работы. Тут поддерживается, continuous play, такая есть функция. На более поздних бумбоксах. Продолжающееся воспроизведение, наверное. Тут эта тема работает на все 3 кармана. Значит, нету 3 кассет. У меня не оказалось 3 кассет единовременно. Что-то не совсем подготовился. Симулирую без кассет. Значит, что мы делаем? Мы вставляем 3 кассеты в карманы, То есть, допустим, ставим одну деку на паузу и на воспроизведение. И, допустим, начинается воспроизведение первой деки. Первая дека у нас воспроизводится. Допустим, дошла кассета до конца и остановилась. Автостоп, сработал. Смотрите, сейчас внимание на второй карман. Опа! Пошел воспроизводиться второй карман. Дальше, у нас второй карман воспроизводит. Кончилась кассета. Смотрим на третий карман внимательно. Опа! Пошел работать третий карман. Вот как-то вот так. То есть можно зарядить одновременно 3 магазина в автомат Калашникова. Шучу. 3 кассеты нашего генерала, и он отыграет одну за одной 3 штуки.
Кстати говоря, по поводу тюнера интересный момент, так сказать, первый раз мне удалось поймать. Сейчас мы находимся там 100 с чем-то, да, и играет радио Орфей Смоленск. А до Смоленска я даже боюсь представить. То есть в любом случае, так сказать, ну, первый раз у меня получилось поймать Орфей Смоленский на бумбокс. Так, сейчас перейдем к следующему разделчику. Касаемо внутряночки нашего генерала. Смотрите, тут как все затейливо организовано. И достаточно непросто. Вот эта перемычечка из вполне себе акустического материальчика. Это не просто украшенница. Это вполне функциональная штука. То есть, когда она устанавливается на свое место, таким вот образом, внизу у нас организуется закрытый акустический объем для нашей акустической системы. Тут даже присутствует ребра жесткости, да, для того, чтобы, так сказать, ну, акустический объем был пожестче. А сверху, соответственно, устанавливается шасси. Сейчас чуть попозже покажу. И, так сказать, и там присутствует даже вентиляционное отверстие. Вот видите, вот здесь вот видно на просвет. И то есть так ребята основательно, так сказать, подошли и там все нам рассказывают, показывают. Посмотрите. То есть отдельно прям нам говорят, что не оставлять там на высокой температуре, в закрытых объемах и все такое прочее. Тут тоже еще одна штучка интересная. Сейчас на примере покажу батарейного отсека. Смотрите, вот эти штучки. Надеюсь, видно, да? Это вот не колхоз какой-нибудь. Это антивибрационные прокладочки. Некоторые товарищи, разбирая мафоны, от них избавляются. А они часто встречаются на многих магнитолах, там и у Шарпа, и у кого только не встречаются. Частенько. Это сделано не просто так. Это, во-первых, ну, при сборке, когда мафон собран, в случае стыковки там половинок, не дает ему скрипеть. И, соответственно, когда на большой громкости все дело играет, тоже уменьшает вибрации и прочие паразитные моменты. Тут даже они так заморочились, что вот здесь вот видите две штучки. Это такие резиновые прокладочки. Чтобы очень все плотненько тут красиво сидело. Вот так вот раз, и ничего у нас не вибрирует. И не играет. Сейчас еще разок переверну. Ой-о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 й. Вот, и антенки, как я говорил в первом ролике. Тут достаточно такой хорошей конструкции. Там единственное, что я погорячился, сказал, что у немецких приемников, не просто у немецких, у любых, так сказать, скажем так, вот это такое решение с закрытыми антеннами, характерно больше для приемников, чем для бумбоксов. Ну, в таком случае телескопы живут, я думаю, дольше. Потому что чисты случаи, когда они в сложном состоянии страдают, а не только в разложенном. Так что, если вам встретится вот эта фанерка в генерале, мы ее не выбрасываем, да. Единственное, что она изначально была приклеена. Сейчас она здесь не приклеена, я чуть попозже поправлю. И, может быть, даже ее немножко задемпфировать, чтобы она не играла там. Ну, не играла, в смысле, не давала признаков паразитных. Вот. А если у вас такой штучки нет в генерале, то как бы страдает акустическое оформление. Надо восстановить срочно. Срочно проверяем свои генералы. Если такая штучка в комплекте. Ну вот, смотрите, теперь шасси генерала нашего. То есть, видите, вся электроника и вся механика, вся собрана на отдельном шасси, которое вставляется в верхнюю часть корпуса, и все прекрасно. Ну, еще у нас тут присутствует трансформатор с выпрямителем, который стоит отдельно в акустическом объеме. По всем, так сказать, ну, по всем вот моментам, да, очень сильно похоже, да, на решение там Айвы. CSG там 77, CSG 88. И же с ними. То есть, несмотря на такой-то самый свой какой-то игривый вид, генеральчик у нас по технической начинке вполне себе генеральчик. Еще один нюансик, небольшой, заслуживающий упоминания, касаемо антеннок подключения. Смотрите, вот видите, да, проводочки пошли от антеннок на контактные площадочки, да. И контактные площадочки, когда у нас шасси устанавливается, приходят вот сюда. То есть это, конечно, не супер эксклюзив, но, тем не менее, одним разъемом меньше, да, одним головником меньше у разбирающих и собирающих. Теперь вид со вставленным шасси. Вот, видите, все стоит, кроме блока питания, на месте у нас.
Значит, смотрите, шасси крепится на всякий случай на 4 болтиках. То есть раз, два, три, 4. То есть легким движением руки, да, после снятия передней панели, откручиваем шасси, откручиваем трансформатор с блоком питания, который пока не прикручен. И в принципе все. Спокойно можем работать с аппаратом, обслуживать его. Еще короткая заметочка из рубрики «Хозяйки на заметку». Значит, болты, держащие переднюю панель, скрепляющие две половинки. Значит, вот они большие, да, обозначены треугольничками, стрелочками. Ну, на всякий случай, кто будет разбирать, там вдруг ППХ что-нибудь как-нибудь сделает не так. Тут присутствует 12 болтов. Значит, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 2 болта еще в батарейном отсеке. Вот видите, там, их видно, надеюсь. Вот эти вот 4 меньшего диаметра, скажем так, отверстия, да, это от штамповки под болты, которые внутри держат шасси, которые показывал ранее. Ну и вот здесь тоже от штамповки под трансформатор, под блок питания. То есть не надо здесь искать болтиков, будете разбирать, болтики искать не надо. И когда будете собирать, сюда болтики тоже вкручивать не надо. На всякий случай, вдруг кому будет полезно. Послушаем нашего генеральчика в FM-диапазоне. Значит, вводные данные. 120 километров от мегаполиса. Мегаполис обслуживает 2 радиоцентра. А также в 30 километрах местный радиоцентр, там порядка 3 FM радиостанций. Значит, время сейчас у нас 20:41. Значит, низина, русло реки, да, и недалеко еще проходит линия ЛЭП, что также как бы не способствует хорошему радиоприему. Посмотрим, сколько поймаем мы радиостанций сегодня. Другие носители используют. Да, прием на всякий случай на телескопы ведут свои. Сека все же ставить не стали. На ЗИЛ-111 с открытым верхом Никита Хрущев встречал. Вот и кто там среди фактов? Конечно, спокойно развиваться. И в этот... Видите? Что? Сообщила пресс-служба автопроизводителя. Там уточнили, что цена... Открытый или тайный, не суть важно, но для меня он свой враг. Перенесите все важные решения на первую половину дня. Понимаете, появились новые инструменты. Это просто форма. Ты куда важнее. Пуховые куртки, теплые водолазки. Мысли нету, братик, не обессудь. Спасибо тебе, братец, федерального. Белым крылом голубки. Сами истоки нашей цивилизации почему-то остаются венчальными.
Сос с чателлой и сардинами и спинку трески. Вот структуру, которая пронизывает все общество. Так что свинец сам Сейчас попробуем в стереорежиме еще. Посмотрим, что у нас как со стереоприемчиком. В обратном порядке. Лимоном именно такого сока я в детстве готовил для самых. Сказал, а ты знаешь про закопы? А я опять стою без дела. Мастер, А те люди, которые... Ну, как-то вот так. Не хочется просто затягивать. Резюм какой? То, что, в принципе, тюнер, в принципе, неплохой у нашего генеральчика, да, вполне себе неплохо работает. Конечно, прям не сказать, что прям он берет весь FM-диапазон уверенно, но подавляющее большинство еще и в стерео. Так что вполне себе. Тюнер-секция тоже неплохая у нашего генерала. Ну и, наверное, короткое резюме по аппарату. Ну, из недостатков, на мой взгляд, это отсутствие линейного входа и, наверное, дизайн. Все-таки вот и на картинке смотрел, и крутил уже несколько моделей в руках, но что-то как-то мне он не очень. Вот чуть-чуть бы сделали бы они его вот пониже, пошире корпусом, если нужно было там соблюсти акустический объем. Ну, вот как-то немножко не гармонично смотрится. А так-то, в принципе, кому не сильно это парит, отсутствие линейника и, так сказать, дизайн нравится. Ну, хороший, добротный аппарат. Как может, не такой несерьезный, как кому-то может показаться на первый взгляд. То есть вполне себе. Ну и плюс, конечно же, как уже говорил ранее, там в первой серии 3 кармана, оно это как минимум впечатляет. Еще один момент, это, конечно, как бы звук. То есть если в первой серии у меня был экземплярчик без пассивного излучателя, то сейчас вполне комплектный с рабочим пассивным излучателем. Хорошая отдача на низах. Не будем сравнивать там с какими-то там современными изделиями, говорим про классические бумбоксы. Для классических бумбоксов он звучит вполне себе очень даже и неплохо. Добротный конструктив, хороший тюнер, неплохой звук. Ну, интересный аппарат, заслуживает внимания. Может быть, даже место в коллекции, если дизайн нравится. На этом, наверное, все. Всем пока.